Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня легкий ролик-обзор готовых изделий. Пожалуй, это самый большой видеообзор на моем канале. Сюда войдет очень много разнообразных моделей сумочек, маленьких и больших, из разных материалов. Каждая из вас выберет аксессуар по душе. Досмотрите до конца, ставьте лайки. Ссылки на подробные видео к каждому изделию будут в описании под этим роликом. Переходим к детальному обзору. Начну с пляжной сумки из рафии в очень ярком насыщенном синем цвете. Здесь красивый ажурный узор, вяжется легко и просто. Сумка связана от прямоугольного дна. В этом видео рассказываю, как сделать добавление, перейти от дна к стенкам. Здесь у основания сумки также связано столбиками чаша сумочки, для того, чтобы не было полотно слишком рыхлым. Далее перехожу к ажурному узору и завершаю теми же столбиками без накида, как у основания. Я использовала фурнитуру в виде ручек на кнопках, но можно связать ручки с того же материала, с которого вяжется сумка. Здорово будет смотреться из полиэфирного или хлопкового шнура соответствующей толщины. У меня было 500 метров нити. Итоговые размеры изделия 48 сантиметров ширина. И эффективная глубина изделия 40 сантиметров. Сумка легкая, но при этом вместительная. Ну и, конечно, по этому видео можно связать изделие в любом размере. В дополнение к моей сумочке, буквально из остатков пряжи, я связала сумку для телефона. Немножко другим, но похожим узором. Посмотрите, какой узор нравится вам. Можно выполнить изделие в одном узоре, побольше и поменьше, соответственно. Здесь я использую плечевой ремень, который можно также заменить на вязаный ремешок. Сумочки очень яркие, необычные, вяжутся легко и просто. На базе этого изделия связано сразу 3 сумочки. Первая с фермуаром, следующая с круглыми деревянными ручками и с фурнитурой с замком. Покажу их сейчас вам подряд. Здесь у меня укрепленное дно, поэтому сумка прекрасно держит форму. Я специально не вшила подкладку пока, для того, чтобы вам это продемонстрировать. Здесь я вяжу донышко, перехожу к стенкам, подробно рассказываю, как связать узор, высоту сумочки, соответственно, привязываем фермуар. Сюда идет ровно один моток пряжи в 500 грамм. Размеры по донышку 27 сантиметров по длинной стороне, 9 по короткой. Глубина изделия 18 сантиметров. Сумочка вместительная и очень стильная. Это изделие связано фактурным рельефным узором, простым и воздушным. Здорово будет смотреться сумка в большем размере. Можно связать даже пляжное изделие. В этом видео я подробно рассказываю, показываю, как связать донышко поворотными рядами. Соответственно, от размера донышка будет зависеть размер сумки по итогу. У меня дно 28 сантиметров, на ширину в 9 сантиметров. Получается сумка из одного мотка полиэфирного шнура в 500 грамм. Глубина изделия 20 сантиметров. Ширина по верхней части 33 сантиметра. Это базовый размер изделия, она компактная, при этом очень вместительная. Здорово будет смотреться из трикотажной пряжи или из шнура потоньше, на ваше усмотрение. Я декорирую сумку круглыми ручками из дерева, смотрится очень стильно и колоритно. Также укрепляю донышко пластиковой канвой, для того, чтобы сумка имела внутренний каркас, дно не провисало. Но еще раз повторюсь, если вяжете пляжный вариант, здесь можно обойтись без канвы. Сумка получилась очень необычная, вместительная, вяжется легко и просто, без сложных схем. Имеет жесткий каркас за счет донышка. Размеры по дну 28 сантиметров на 9.
Полная глубина изделия 28 сантиметров. Ширина повязанной части 34 сантиметра. Стильная и очень функциональная. Прекрасно будет смотреться с подкладкой с дополнительными карманами. Сумочка демисезонная. Выбирайте цвет пряжи и фурнитуры. Напоминаю, все необходимые ссылки остаются для вас в описании под этим роликом. Мини-сумочки для мобильного не теряют популярности. Их можно носить и в дополнение к основному аксессуару в большем размере. Здесь я вяжу сумочку из остатков пряжи с принтом леопард. Очень красиво и эффектно смотрится, прекрасно впишется в любой гардероб. В этом видео я подробно рассказываю, как связать сумку в небольшом размере, но по этому принципу вы сможете связать даже шопер. Делюсь своей схемой, все прикрепляю и все подробно объясняю. Итоговые размеры: глубина изделия 20 сантиметров, ширина 13. Следующая модель очень вместительная и объемная, связана как пляжная, но в зависимости от выбранного вами размера может служить и городским шопером. Здесь выбран необычный и плотный узор с столбиками с одним накидом. Подробно рассказываю, показываю, как вывязывается донышко. Это обычный прямоугольник поворотными рядами. Далее перехожу к стенкам и навязываю глубину изделия. Здесь также использую готовые ручки, но можно связать ручки из полотна столбиками без накида. Сумочка смотрится эффектно, поместит все самое необходимое. Размеры 46 сантиметров ширина, 38 глубина. Здесь потрачено 600 метров шнура 2 миллиметра. Также круто будет смотреться и из рафии. Сумка получилась колоритная, милая и вместительная. Здорово смотрится как с подкладкой, так и без. В итоге у меня ушло 3 мотка пряжи по 50 метров. 1 моток черной рафии и 2 мотка бежевой. Сумочка миниатюрная, очень прикольная, и, конечно, хочется добавить сюда плечевой ремень. Я остановилась на черном, потому что он очень хорошо перекликается с черным цветом рафии. Обращаю ваше внимание, он из кожзама, классное сочетание фактур и цветов. Закрепляю его прямо на рафию, можно использовать разъемные кольца. Получается с одной стороны здесь и с противоположной здесь. Конечно, изделие можно связать большего размера, все будет зависеть от вашего размера фермуара. Следующему изделию придает настроение фурнитура, которая является центральной частью сумки. Также здесь интересный замок. На ваше усмотрение можно вшивать или не вшивать подкладу. Пряжи идет минимум, боковые части вяжутся отдельно и далее соединительным швом привязываются к основанию. Донышко укреплено и имеет пукли. Сумка очень яркая и необычная. Здесь потрачено всего 300 грамм полиэфирного шнура 5 миллиметров. Можно поиграть и с цветом, и с фактурой. Следующая модель — это базовая сумка с фермуаром. У меня среднего размера, вяжу ее лаконичным и очень красивым узором галочка в раскол. В подробном видео рассказываю, показываю, как связать овальное дно. Переходим от вязания дна к стенкам, навязываем глубину изделия. Далее крепим фермуар и оставляем область, которая будет служить ручкой сумочки. Сумка очень простая, но при этом вместительная и стильная. Донышко укрепляем пластиковой канвой. Канва ввязывается переходным рядом от донышка к стенкам. По ходу видео все показываю и рассказываю. Итоговые размеры изделия по верхней части, соответственно, по размерам фермуара 22 сантиметра, по основанию 30 сантиметров. Ширина изделия 14 сантиметров. Сумка получается всего из одного мотка пряжи.
Очень стильная и лаконичная. В подробном уроке я декорирую ее бантиками. Также здорово будет смотреться цепочка, обвес либо брелок. Нет ничего проще этой модели сумки. На первый взгляд кажется очень замысловатой, но вяжется из самого простого прямоугольника поворотными рядами. Далее длинные стороны прямоугольника собираются обвязкой, и к этим частям привязывается ручка. В основном видео я вяжу эту сумочку с бамбуковыми ручками. Смотрится очень ярко и колоритно, но форма ручек может быть любой. Итоговые размеры изделия: ширина 49-50 сантиметров, глубина с ручками 29 сантиметров, эффективная глубина по центру 20 сантиметров. Прекрасно держит форму, смотрится эффектно и очень необычно. Следующая модель – это классическая торба. Связана с использованием фурнитуры, круглое дно 15 сантиметров. В видео подробно рассказываю, как набрать петли и где и сколько добавить для стенок. В набор также входит плечевой ремень и утяжка. Утяжку я вставила в подкладу мешочек. Сумка связана очень красивым узором, похожим на плетение. Сюда уходит минимум пряжи за счет использования как части сумки подкладки. Итоговые размеры изделия: полная высота и глубина 24 сантиметра. Соответственно, диаметр по диаметру донышка получается связанной частью 17 сантиметров. Сумка вместительная и очень яркая на лето или демисезон. Также от этого набора фурнитуры у меня связано изделие без подклады. Если связать в этом узоре повыше, также утяжку можно вставить в полотно сумки, как здесь. Утяжку очень просто укоротить, выкрутив болтик и просто подрезав ее длину. Сумочки очень стильные и функциональные. Пожалуй, самые популярные на лето, вязаные крючком. Следующее изделие связано очень каркасным и плотным узором. Сюда уходит всего один моток пряжи в 500 грамм. Донышко связано овалом, галочкой в раскол. Далее перехожу к стенкам. В принципе, можно использовать любой узор. Мой узор достаточно плотный и каркасный. Несмотря на это, донышко я укрепила с помощью пластиковой канвы. В этом видео я подробно рассказываю, показываю каждый шаг. Здесь использована фурнитура, которая служит не только продолжением глубины сумки, но и ее ручками. Получается лаконичная базовая модель, которая прекрасно впишется в любой гардероб. Здесь тоже очень интересно, можно сочетать цвет и фактуру или связать изделие в монохроме. Также здорово будет смотреться из рафии или трикотажной пряжи. Итоговые размеры изделия: 30 сантиметров ширина и эффективная глубина 19 сантиметров. Напоминаю, к каждому изделию есть подробная видеоинструкция. Все необходимое ждет вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!